Трамп лишает Прибалтику финансирования. Президент США Дональд Трамп выполняет свои предвыборные обещания и сбрасывает балласт. Прибалтике и прочим паразитам, привыкшим жить на гранты Госдепа, Вашингтон показал фигу с маслом. Все это цитата из статьи на новостном портале «Рубалтик». Громкий заголовок, и у статьи 80 тысяч просмотров, 500 репостов, ее перепечатали десятки изданий, а тысячи рассерженных пользователей обсуждают коварство Трампа. Но это классический прием создателей ложных или фейковых новостей. Почему? Давайте разберем. Первое. Кричащий заголовок, который навязывает точку зрения. Второе. Первоисточники, на которые ссылается автор этой статьи, не сказано ни слова о сокращении финансирования. Третье. Автор статьи часто радикален в своих оценках. Интересно, что 63% пользователей принимают фейки за реальную информацию. Неудивительно, над производством фейк-ньюс работают целые фабрики. Цель фейковых новостей – сформировать нужное мнение или посеять панику. Так как же не дать себя обмануть? Есть несколько простых способов. Взгляните на заголовок. Если он содержит серьезное и чрезвычайно громкое сообщение, как в случае с Трампом, надо насторожиться. Проверьте адресную строку. Часто фейки распространяются на сайтах, чьи названия похожи или созвучны настоящим СМИ. Скопируйте новость в поисковик. Если об этом не сообщают ведущие СМИ, скорее всего, это фейк. Познакомьтесь с ресурсом, который публикует сомнительную информацию. Если на сайте нет раздела «О нас», где сказано, кто и для чего делает этот проект, это тоже повод усомниться. Иногда в этом разделе прямо написаны цели издания. Это поможет понять, насколько объективен ресурс. Обходите стороной неизвестные сайты. Вы же не покупаете продукты, где попало. Так же и с информацией. Найдите первоисточник. В нормальной новости всегда есть конкретные люди или информационные агентства, на которые ссылается журналист. Посмотрите, как долго существует этот ресурс в интернете и сколько у него читателей. Это легко сделать с помощью сервиса similarweb.com. Достаточно ввести адрес издания. Проверьте социальные сети издания, где именно оно популярно, сколько подписчиков. И главное, помните, это интернет, и здесь никому нельзя верить. Но нам можно.